Мысль быть не как все девочки, тем самым получая внимание и одобрение от мальчиков, преследовала меня с ранних лет. Конечно, я все еще радовалась обычным девчачьим делам, не чувствуя за них никакого стыда. Даже если обществом они были осмеяны, я с радостью брала фрапучино и фотографировала его для своего инстаграма. Я скупала всевозможные лаки для ногтей, чтобы менять маникюр раз в неделю. И, конечно, я все еще ощущала некое облегчение и немножко гордость, когда рядом со мной оскорбляли другую девушку. Если они трогают своими остротами других, то я пока в безопасности. В безопасности и в дикой тревоге, потому что ты никогда не знаешь, когда наступит твоя очередь. Одобрение же крутого мальчика можно было заполучить только если ты обладаешь не первым размером груди и смеешься с каждой его глупой шутки. Этому я могла соответствовать с трудом, поэтому так или иначе получала унизительные комментарии в адрес своего тела или просто существования, что только сильнее подстегивало мое сознание на поиск того самого образа жизни, который обеспечит мне безопасность и уважение. Ты не такая, как все девочки. Если ты услышала это от мальчика и была вне себя от счастья, то мы все были. Помню, как в 13 лет я слушала, как мальчик жаловался мне на то, что все девочки сейчас сильно красятся, и как я не такая, ведь на моих глазах совсем нет туши. Тушь на моих глазах была. О чем я ему сразу сказала, но подсознательно отметила, что парням нравится натуральность, и как мне приятно от того, что я не как все девчонки. Небольшой тест, когда парень говорит «ты не такая, как все», что он на самом деле имеет в виду? Ты соответствуешь моей идее тебя, хоть она не имеет ничего общего с реальностью. В будущем этот комплимент будет планкой, ниже которой тебе нельзя будет опускаться. Я клише. Вполне возможно, что втайне я сексист, ведь ради комплимента я занижаю весь женский род, частью которого ты, кстати, скоро станешь. Если ты выбрала все перечисленные варианты, ты абсолютно права. Но что же имеет в виду девочка, которая говорит, что она не такая, как все девочки? Все девочки что-то унизительное, низкое, слабое, не крутое. А я выше этого, достойнее, лучше. Если ты ловишь себя на таких мыслях время от времени, то это totally окей. И это буквально я вчера. Но штука не в том, чтобы полностью отделить себя от общественного мнения. Скорее научиться замечать эти мысли, но не действовать на их основе. Позволь им исчезнуть так же внезапно, как они и появились. Если ты находишь в этом некую сложность и не знаешь, с чего начать, то сервис подбора видеоконсультаций с психотерапевтами ясно может быть очень кстати. Там тебе помогут понять, как подобраться к корню проблемы и изменить курс мыслей во благо своего лучшего будущего. Там тебе встретятся самые проверенные и опытные специалистки, благодаря которым ты сможешь принять себя и понять, какие еще предпринять действия во имя гармонии с собой и своей жизнью. А еще на сервисе Ясно психотерапевты провели более 1,5 миллиона сессий. Это 1,5 миллиона доверительных бесед. В том числе мои. Все конфиденциально, все безопасно. В Ясно даже действует этический кодекс. Он дает гарантию, что психолог будет действовать непредвзято и без осуждений. А еще, например, что нельзя дискриминировать на основе какого-либо признака, нельзя выносить истории клиентов, личные истории в интернет или даже обсуждать с другими психологами эти личные истории без согласия клиента. Ну и с промокодом Ариен вы, конечно, получите скидку в 20% на первую парную или индивидуальную консультацию при регистрации, которая по ссылке в описании. Мужские фантазии. Неужели всем управляют мужские фантазии? Быть на пьедестале или опуститься на колени — все это мужская фантазия. Что ты достаточно сильна, чтобы принять то, что они тебе предлагают, или же слишком слаба, чтобы что-то с этим поделать. Даже притворяться, что ты не потакаешь с мужским фантазиям — это мужская фантазия. Притворяться, что тебя никто не видит, что у тебя есть своя собственная жизнь, что ты можешь мыть ноги и причесываться, не подозревая о вездесущем наблюдателе, подглядывающем в замочную скважину в твоей собственной голове, если больше нигде. Ты — женщина, внутри которой мужчина, ты сама себе вуайерист. Маргарет Этвуд, невеста-разбойница. Я не такая, как все девушки. Это, по сути, девушки, считающие себя резкими и крутыми, потому что они не являются тем, что традиционно считается женственным, феминным. А если из уравнения брать мужчин, то я не такая, как все девочки. Потеряет свой смысл. Тебя, не такую, больше некому наблюдать, выделять, одобрять. Ты теперь девочка среди девочек.
Если ты делаешь что-то иначе от большинства, не означает, что ты лучше или хуже. Мы все разные, уникальные, самобытные. Но при этом нас многое объединяет. Мы — уязвимая группа общества, прав которой во многих странах даже не существует. Мы любим фотографировать свой кофе в Инстаграм. Мы не выходим по ночам на пробежку в одиночестве. Мы можем плакать в руках у друг друга, закончив просмотр Барби. А когда поздно возвращаемся из кинотеатра домой, сжимаем ключи в своей руке. Мы быстро реагируем на новые тренды, потому что нам так хочется стать частью чего-то нового и крутого. Мы идем против многовековых общественных устоев, заплетая ленты в свои косы. В наших заметках хранится запись о именах для наших будущих детей, а в соседней заметке хранится душераздирающая поэма для нашего отца, чьим лучшим сыном нам никогда не стать. Не извиняться за свое проявление. Не скрывать своих громких эмоций и сильной влюбчивости. Говорить о своих чувствах и принимать рисковые действия во имя своих целей. Идти по улице, зная свою ценность. Все, что раздражает меня в других девушках, на самом деле находится во мне самой. Мне сложно принять свою открытость, чувственность, пылкость, красоту, ибо в обществе, построенном мужчинами для мужчин, это расценивается как слабость. Но только если этими качествами наделена женщина. Так что лишь достаточно везучие части угнетенной группы могут позволить себе быть собой в полной мере. И при этом быть примером для других, чтобы быть еще ярче и еще сильнее. Мы сильны не за счет нашей одиночной индивидуальности, но возможности разделить свои интересы, быть увиденной и услышанной, не бояться повторить чей-то наряд или выложить тот же пост, что выложили уже сотни девушек. Мы никогда не будем идентичны друг другу. Нас убедили, что наша схожесть — это недостаток, это то, чего нужно стыдиться, занижая себя, затишая себя. Но у нас свой собственный бэкграунд, который просто не позволит нам слиться воедино. Это станет возможно, лишь подавив мы в себе все свои цели и желания во благо общества, во благо традиции. Nice.